Всем привет! В прошлом году компания OnePlus и Oppo объединили свои отделы исследований и разработок, а также они, что немаловажно, объявили об этом объединении. При этом OnePlus станет независимым брендом Oppo. Многочисленные фанаты, а также простые пользователи не успели еще отойти от отличного, на мой взгляд, смартфона Oppo Reno 8. Как уже совсем скоро состоится глобальный релиз перспективного Oppo Reno 8T. Первое, что хочется отметить, данное устройство представят сразу в двух версиях: Oppo Reno 8T 4G и Oppo Reno 8T 5G. Отличие заключается не только в поддержке сетей 5G, они будут значительно отличаться своими характеристиками. О скором выходе также говорит тот факт, что эти два разных смартфона по характеристикам уже засветились в базе индийского регулятора BIS. Премьера ожидается совсем скоро, а именно в конце этого месяца. Также в Индии устройства могут выйти под другими обозначениями: Oppo F23 и Oppo F23 Pro соответственно. Итак, речь сегодня пойдет в основном о смартфоне Oppo Reno 8T 5G. Основные его фишки — это достаточно неплохой процессор Snapdragon 695 5G, отличный OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма, основная камера с датчиком разрешением на 108 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4800 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Сердцем смартфона Oppo Reno 8T 5G выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 695 5G. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года. Изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Creo 660 Gold Cortex A78 на 2,2 ГГц и 6 ядер Creo 660 Silver Cortex A55 на 1,7 ГГц. Данный процессор набрал 411 тысяч баллов в бенчмарке Antutu и имеет лучшую производительность в сравнении с процессором Samsung Exynos 9820, тестовая оценка которого составила 410 тысяч баллов. Но все же результат не так хорош, как у чипа Samsung Exynos 1330 с результатом 412 тысяч баллов. В конфигурации устройства окажется OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. С яркостью все достаточно неплохо. В ручном режиме, которое составляет 430 нит, а максимальное значение достигает 800 нит. Этого достаточно для комфортного использования на улице при ярком солнце. Также отмечу настройку Adaptive с LED. Она использует фронтальную камеру, чтобы понять, смотрите ли вы в данный момент на экран. Если да, блокировки дисплея происходить не будет, что удобно во время чтения, например, длинных статей. Oppo Reno 8T 5G получит оперативную память LPDDR4X и флеш-память UFS 2.2. Отмечу добавление функции ускоритель записи. Она улучшает скорость записи по сравнению с предшественником. Этот показатель заметно влияет на быстродействие устройства в некоторых задачах. Технология Freight Booster подразумевает использование более скоростного энергонезависимого кэша, выпускаемого по технологии SLC. По поводу камер, могу отметить главный сенсор на 108 мегапикселей и вспомогательный на 2,2 мегапикселя. Конечно же, 108 мегапикселей мы не получим, когда будем делать фотографии, но есть, конечно же, объединение пикселей, binning. Oppo Reno 8T 5G имеет аккумулятор емкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Напоминаю, 67 Вт — это максимальное количество энергии, которое способен выдавать адаптер, работая в самом активном режиме. Поэтому чем меньшая энергия требуется от зарядного устройства, тем в более щадящем режиме он будет работать. А это в свою очередь означает меньше
нагрев и более продолжительный срок службы адаптера. Смартфон идет из коробки с предустановленной системой Android 13, что является, конечно же, большим плюсом. Что интересно, новый интерфейс добавляет возможность находить шпионские камеры на смартфонах Oppo. Функция признана защитить особенно тех, кто много путешествует по работе или на отдыхе и оказывается в гостиничных номерах. Есть и любимый режим Always On для дисплея, а также боковая подсветка при получении уведомлений. Удобно реализованная работа с уведомлениями, на которые можно давать быстрые ответы. Ну, конечно же, как и у всех других конкурентов. Кстати, во время использования телефона звук и вибрация при получении уведомлений станут тише. Содержимое сообщений может быть скрыто, если фронтальная камера обнаружит кого-то рядом с вами. Очень интересная функция, конечно же, все сделано для конфиденциальности. Пару слов расскажу про Oppo Reno 8T с поддержкой 4G. Это совсем другой телефон. Он получит уже процессор от компании MediaTek, а именно Helio G99. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года. Изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex A76 на 2,2 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Зарядка также уменьшилась мощностью 33 Ватта. Но смартфон получит также из коробки операционную систему Android 13, конечно же, что является большим-большим плюсом. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Oppo выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. Вы должны понимать, что это очень хороший, знаменитый бренд. Уже прошли те времена, когда вы покупали китайца, ну, если так можно сказать, и вы получали, ну, достаточно посредственный смартфон. Сейчас многие производители из Поднебесной делают отличный, очень хорошие флагманские смартфоны и среднебюджетные смартфоны. И на мой взгляд, компания Oppo всегда удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И с каждым годом мы получаем все лучше и лучше смартфоны за, что немаловажно, небольшие деньги. Потому что сколько стоит смартфон, конечно же, он не будет стоить много. Но сейчас, по крайней мере, данных о стоимости нет. Oppo Reno 8T. Это отличный смартфон с поддержкой 5G. Очень интересно сделала компания Oppo, что выпустила 5G и 4G. Совсем два разных смартфона. В Индии, конечно же, будет намного проще. Напишите в комментариях, кому какой смартфон понравился. Кто бы себе какой смартфон купил из вот этих двух смартфонов. Ну что же, а покупать ли его, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.